Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, давайте посмотрим, утренний обзор рынка сделаем. У нас биток 1,9%, эфириум 1,8%. И в принципе что? Мы видим по ETF то, что у нас в последнее время был сильнейший приток капитала. Был только отток у нас 1 июля через ETF. Дальше у нас 1 миллиард долларов, потом здесь еще 1,1 миллиард, еще здесь 1. Короче говоря, в общей сложности 4 миллиарда долларов было влито примерно в биткоин. Также у нас был приток капитала в эфириум, только здесь намного меньше. Мы видим, что здесь примерно в общей сложности влили, ну так, примерно 1 миллиард долларов. Есть еще у нас и ETF Solana. Мы видим то, что есть вот ETF Solana. Последнее время в Solana тоже потихоньку вливают. Я думаю, что стоит присмотреться. Можно даже локально подторговать Solana, потому как она задаст какой-то тренд. Сейчас на данный момент у нас с рынка отток ликвидности идет в несколько активов, такие как биток само собой, эфириум, XRP, BNB и Solana. Все, в принципе, остальные активы нам не интересны. Ну, можно сказать, крупному игроку не интересны. Еще у нас растет Hebera и еще у нас растет XLM. Это у нас детище экосистемы XRP. И они, конечно же, берут эстафету. Вообще, зачастую я такое замечал, что сначала растет экосистема XRP. Все, что относится к XRP, там Hebera, XLM тоже у нас, они растут, и только потом, спустя какое-то время, ну, может быть, через недельку начинает расти уже другая альта. Так что ожидаем завершения движения по XRP. Посмотрим сейчас XRP, что у нас по XRP на данный момент. Ripple, в принципе, у нас сожрал огромную капитализацию всего рынка. Высосал, просто смотрите, уже 172 миллиарда долларов. Если здесь у нас капитализация XRP составляла буквально 121 миллиард долларов, даже здесь мы вот так вот трехмесячный включим, здесь вот мы посмотрим, самое минимальное значение было у нас, ну, смотрим, у нас здесь получается 115 миллиардов долларов, то сейчас у нас 172. Вы себе представьте, буквально 60 миллиардов долларов XRP сожрала с крипторынка. И это, конечно же, у нас ни много ни мало. Ну, блин, экосистема буквально монеты Solana, например, там. Или стейблкоина USDC. Или там Dogecoin 2. Или там Трона тоже. Две экосистемы, там Tron, Dogecoin. Вот такой вот у нас, в принципе, приток капитала в Ripple. Ну, Ripple пока что отжирает бабки. Посмотрим, может быть, в дальнейшем у нас Ripple достигнет своих целей и, конечно же, начнет потихоньку раздавать бабло. Посмотрим, понаблюдаем. Вестинга, инвестиции. Давайте посмотрим, что у нас по инвестициям в Ripple. Ну, у нас здесь нету вообще никаких даже... Здесь собрано 3 миллиона, 28 миллионов, 4, 55 и 200 миллионов 2019 год. То есть, себе представьте, какие-то миксы идут. Если у нас 2013 год было всего-навсего 3 миллиона средств собрано. Ну, тут, блин, тысячи иксов. Просто тысячи иксов. На данный момент Ripple, ну, это старый такой пердун крипторынка, типа как Уоррен Баффет, и ему просто-напросто доверяют этому активу, несут сюда бабки, думают, мы как минимум хотя бы сохраним капитал свой, если уже не приумножим, то хотя бы сохраним. Но крупному игроку достаточно тут буквально 2-3 икса, и ему это за глаза. Главное, что XRP не обновляет свои лои. Если мы посмотрим на недельке, вот у нас лой был в этом медвежке 2019 года, дальше медвежка 20-23 год, и он лой не обновил. Ну и медвежка где-то будет по XRP, наверное, в районе 2,5 бакса, я так думаю. Может быть, немножко ниже опустимся. Вот у нас ключевой уровень для медвежки, там, допустим, 1,2 доллара. Это будет здесь вот медвежка. Ну и, конечно же, по Ripple, если накинуть Фибо, то мы можем увидеть, что по Ripple у нас есть некие цели. Первая цель 2,5 доллара у нас достигнута. Остается еще актуальная 4 доллара. И
Вот у нас следующая цель. $5,5. Ну, 7 баксов, я не знаю. Думаю, что она будет просто недосягаемая. Ну, $5, да, мы может с какой-то натяжкой и увидим по реплу. Ну, в принципе, вот так вот. Кстати, у нас был здесь, если подключить индикатор P-Cycle Top, то у нас был здесь сигнал, что Ripple достиг своих, конечно же, пиковых значений. Это у нас был январь 2025 года. P-Cycle Top у нас основан на скользяшках, на быстрой и медленной скользяшке. И здесь у нас появился сигнал. Ну, в основном такие индикаторы, они применяются только для битка, но иногда показывают интересные сигналы на альткоинах. Правда, может это быть шум, не знаю, посмотрим. Но все равно Ripple, я могу Ripple, я хочу сказать вам, что он слаб. Он уже показывает слабость, потому как капа его растет, просто-напросто растет, а цена не растет. Вот что. Цена у нас, в принципе, ну, чуть-чуть там что-то есть, какой-то рост, но капа сильно растет. Мы вот уже скоро пойдем на перехай, это 175 миллиардов долларов, а тут у нас уже 172,70. Ну, а реплу до перехая, ну, блин, еще здесь далековато. Тут у нас получается 3,5 бакса. Ну, в принципе, так вот. Ripple уже, конечно же, свое движение основное показал. Здесь у нас примерно 20%, даже чуть менее, чем 20, 18, и мы улетаем на перехай. Посмотрим. В принципе, по Ripple я думаю, что цели остаются актуальные. Вот хотя бы увидеть 5 баксов. И можно уже здесь что-то предпринимать. Ну, даже сейчас можно, конечно же, предпринимать. Но покупать сейчас, для того, чтобы увидеть такое маленькое движение, ну, я думаю, что это будет глупо. Здесь максимум 2 икса. И то, если мы уйдем где-то на $5, то у нас капа должна быть, я не знаю, как в эфириума, к примеру. Так, монетка DOFA. Монетка DOFA. Есть у меня монетка DOFA. Я ее покупал, немножко расторговываю, посмотрим, что у нас дальше получится. Брал я ее примерно вот здесь вот, скинул часть позиций. Сейчас посмотрим. Если опустится ниже, можно будет немножко прикупить. Ну, вот, допустим, там диапазон 12 центов. Придет ли она в диапазон 12 центов? Не знаю, посмотрим. Ну, может быть такое, что даже и не придет. Придет, не придет, посмотрим, понаблюдаем. Ну, держится. DOFA занимается проектом. Там у нас уже и держателей увеличивается некоторое количество. Скам ли это, не скам, решать вам, конечно же. Ну, разные монеты, они тоже все скамовские, можно сказать, забирают ваши бабки. Ну, если вы заносите какой-то рисковый актив, заносите хотя бы там, ну, $100, 200, 300, но не более. Вот. Ну, DOFA обещает, что все будет хорошо. Скамить он никого не собирается, типа будет проект развивать, а дальше там что-то произойдет интересное с ценой. Посмотрим, понаблюдаем. DXY у нас. DXY у нас ходит в нижней части с глобального канала. Тут у нас был клин. Сейчас мы видим, что есть небольшой рост, это на дневке, и это уже не очень хорошо, потому как, по всей видимости, тут будет коррекция по криптоактивам. Но, судя, где мы находимся по биткоину, а мы находимся примерно вот здесь вот, у нас еще есть запас хода по DXY. Также здесь вот распил. Тут у нас уже будет раскорреляция битка от DXY. И, в принципе, здесь будет боковик по DXY. Ну, как раскорреляция? Биток тоже будет, по всей видимости, боковить. Но только альткоины начнут перформить. Вот что я имею в виду. Альткоины будут расти, а DXY будет здесь стоять в боковике. И мы где-то примерно сейчас на данный момент вот здесь вот находимся. Здесь есть небольшая коррекция, по всей видимости, потом дальнейшее опять снижение. И еще у нас предстоит увидеть боковичок. Слом структуры у нас будет только тогда, когда мы поднимемся выше, чем 100 пунктов. Вот у нас отметочка 100 пунктов. Мы подошли к нижней части глобального канала. Кто не в курсе, DXY очень хорошо ходит в глобальном канале. Все это дело у нас отыгрывает на крипторынке. Вот у нас бычка 11 год, 13 год, 18 это у нас дно медвежки. И вот бычка 21 год. Сейчас у нас вот бычка 25 год.
И по всей видимости, как только у нас здесь завершится бычка по крипторынку, как только у нас завершится медвежка по доллару, доллар начнет набирать обороты и будет расти, и DXY будет у нас расти в верхнюю часть канала. Здесь нужно будет присматриваться к биткоину. Вот. И сбрасывать, конечно же, дорогой доллар, покупать дешевый биткоин. Здесь нужно продавать дорогой биткоин, покупать дешевый доллар. Выходить в кэш, как говорится. Желательно какую-то часть капитала освободить и вывести в кэш. Ну, мы застряли, конечно же, в альте. Вот. Благо, посмотрим, может быть такое, что у нас альткоины все-таки двинутся, и многие люди выйдут в плюс, может кто-то выйдет в безубыток, может кто-то заработает, но придет момент, когда нужно будет распрощаться с альткоинами. Я думаю, что мы уже скоро вот на пороге альт-сезона, и все у нас с вами получится. Также индикатор альт-сезона пока что показывает то, что нету никакого альт-сезона. За исключением вот этого. Вот смотрим 57, и это уже немножко напрягает, потому как мы, в принципе, с вами можем увидеть здесь небольшой локальный альт-сезон, и потом обратно коррекция, погружаемся в биткоин сезон, опять будут сбрасывать эту альту, она будет терпеть коррекцию, но глобальный индикатор альт-сезона просто погрузился в биткоин сезон. Этот индикатор глобальный у нас только двигался на бычке в 2017 году и вот 2020 и 2021 год. Здесь еще вот немножко протянули до ноября, января до 2022 года. Все. Опять мы здесь погружаемся вниз. Нету никакого альт-сезона. Не знаю, почему так происходит. У кого какие мысли, пишите в комментариях под видео. Также капитализация крипторынка у нас подходит к своему ключевому уровню. И мы идем с вами на перехай. Осталось бы буквально немножко. Но на CoinMarketCap показывают другие, конечно же, показания. На TradingView у нас 3 триллиона 701 миллиард долларов. 710 вернее. А если мы посмотрим на CoinMarketCap, то тут у нас уже получается 750. И мы уже практически ушли на перехай. Вот что. Биточек у нас 119 900. Уже, наверное, будет скоро 20-ка. Бритва продолжается у нас. Шортисты выбриваются, ну, как и предполагалось, конечно же. Сейчас на данный момент эту глыбу крипторынка биточек хотят отшортить, потому как он уже показывал длительный период тренд. И шортисты налипают. Они шортят. И потихоньку идет каскад ликвидаций. Одно только мне не нравится, то что у нас альткоины показывают слабость. И они за битком буквально чуть-чуть двигаются, но еще нету тех интересных импульсов по альте, которые будут там. Ну, я думаю, что скоро они должны произойти, дай бог, чтобы они произошли. Там по 5, по 10 иксов. За сутки будет прирост по альткоинам 2-3 икса, где-то так примерно. Некоторые альткоины будут пампиться очень быстро, там какими-то палками, там по 2, по 3 икса. Некоторые альткоины будут расти на 50, на 30% плавно. Может быть, такие альткоины, как Суи, будет плавно расти. Щитки, они будут просто пампиться. В принципе, может быть такое, что Pepe еще покажет, даст жару и покажет еще 10 иксов. Я вообще хотел бы увидеть бы от Pepe, ну, как минимум 5 иксов. Но все может быть. Если у нас накачают крипторынок, и будет приток капитала сильнейший, хотя бы по тоталу, если мы придем к нашим целям, это как минимум первая цель 4,5 триллиона долларов, вторая цель 6,5 триллионов долларов. Вот если мы сюда придем, здесь был бы, наверное, мощный альт-сезон. Просто мемкоины, ну, пару нолей бы закрывали бы с места вот так вот. Фух, ты смотришь, там Pepe и закрывает 0. Смотришь, она еще подошла к 1 нолю. Это было бы у нас бы просто шикарно. По временному интервалу у нас запас времени есть. Ну, тут не до 26 года, конечно же. А я думаю, что основная раскачка у нас придется до конца 2025 года. И так как, допустим, у нас альт-сезон, он длится там от 3 до 6 месяцев, то некоторые альткоины могут отстреливать вплоть до мая 2026 года. В принципе, вот в этом вот блоке у нас все должно завершиться.
по поводу битка и альты. Биток может поставить свой пик где-то примерно в середине осени. По некоторым метрикам биток может поставить свой пик в 20-х числах сентября. Но я думаю, что у нас затянется все это дело до ноября месяца с пиком. Вот. Ну и когда биток будет погружаться на медвежку, некоторые, конечно, не верят в медвежку, но я думаю, что она будет, эта медвежка, все равно. И когда биток будет погружаться на медвежку, некоторые альткоины просто, ну, как говорится, шум. Вот корабль уплыл, а волны еще идут к берегу, да, вот так и здесь вот. Корабль наш, локомотив биток, уйдет на медвежку, а некоторые альткоины будут еще отстреливать. И они будут идти против рынка, они будут показывать силу, и это будет очень опасно в них залетать, потому как будут кричать всех утюгов: зачем вам тот биток, это скам. Вот смотрите, у нас, допустим, монетка там Ада Кардана, она летит там на 10, на 20 долларов, она будет расти бесконечно. Биток, он уже просто это старый материал, он нам не нужен, это отработанный материал, он не даст вам много иксов. А Ада Кардана, смотрите, она вот вчера дала 1 икс, сегодня еще 2 икса дала, например. А биток вам 2 икса даст за целую бычку. Это 3-4 года. Ада Кардана буквально за недельку дает 3 икса. И ты будешь туда залетать, вносить свои бабки в надежде на то, что, ну блин, Ада Кардана ж растет, она ж будет и дальше расти. А потом придет прекрасный момент, это может даже быть где-то май 26 года. Ада Кардана разворачивается и буквально в моменте за 2-3 дня показывает минус 75%. И ты ее не продаешь. Сидишь в ней целую медвежку, и она просто скамит твой портфель. Все. Это будет такая вот у нас история уже просто напоследок, после того, когда биток развернется на медвежку. Вот он достигнет, допустим, каких-то своих пиковых значений. Мы с вами рассматривали то, что биткоин может достигнуть 170 1000 долларов по P-Cycle топу показывает, по некоторым метрикам. Мы это все рассматривали неоднократно, повторяться не будем. А вот он, допустим, достигнет и начнет разворачиваться. А в этот момент еще, ну, некоторые альткоины будут отстреливать. Как это было, допустим, в 2022 году. У нас там Луна росла, еще там кроссовки Степан, да, там всех загоняли, конечно же. А потом где эти монетки? Где Луна? Где кроссовки Степан? Они даже вообще даже не шевелятся. Уже биток ставит бычку очередную, а они даже не шевелятся. Вот что. Вот что. Здесь нужно будет очень внимательным быть. Если, допустим, ты заработал на крипторынке, там зашел туда-сюда, там занес сотку, заработал 1000 долларов, да, твоя задача будет потом сохранить эти 1000 долларов. Тебе нужно будет хотя бы 900 баксов вывести с рынка в кэш, обязательно в кэш вывести в доллар. И сотку можно оставить, вдруг будет какая-то там Луна или кроссовки Степан, поиграйся, да. Ну, потом в дальнейшем, по всей видимости, ты соскамишь эти деньги. Также у нас по биткоину важный момент. По биткоину у нас важный момент, то, что есть у нас трендовая линия, которая берет свое начало с 2017 года. Было несколько касаний в 2021 году, также осенью 2021 года было касание. Было у нас 2 касания буквально декабрь 2024 года и январь 2025 года. И также мы подошли коснулись в мае, вот в мае коснулись и поджимались к данному тренду. И мы с вами рассматривали то, что по всей видимости биток пробьет данную трендовую линию и уйдет выше. Уйдет он выше, накинули здесь шаблон бары. И в принципе идем по вот этому вот интересному сценарию. Уровни ключевые у нас остаются актуальными. Это у нас здесь гэп. Также здесь есть гэп, образовался огромный в диапазоне там 17к баксов. Я думаю, что они закроются. Может быть такое, что на медвежке будут закрываться. Вот что. Может из текущих будут закрываться, потому как у нас есть еще такой вот восходящий канал, мы в верхней части канала. Но трендовая линия, которая берет свое начало еще с 2017 года, я правда удалил не ту трендовую линию. Мне нужно было удалить вот эту вот маленькую локальную, а я удалил глобальную. Трендовая линия у нас пробита. Блин, у меня что-то с горлом. Вот мы подправили. Трендовая линия у нас 17 год, 21 год. Вот у нас 24 год, 25 год. Еще в 25 году мы здесь коснулись данную трендовую линию. И она у нас пробита. Теперь у нас все.
Нету никаких сопротивлений для биткоина. Вот уже 20 900, смотрите. 20 тысяч, 120 900. Просто шикарно. Пока мы пишем видос, пока вы спите, отдыхаете, готовите себе чаек, кофеек, биток просто бороздит просторы. Просто шикарно. Дождались мы этой параболы. Я думаю, что она у нас протянется хотя бы до сентября-октября 2025 года. И биток все-таки придет в диапазон 170 тысяч долларов. И мы идем по вот этим вот шаблонам. Пока что мы идем по вот этим вот шаблонам. Хорошо, все идет. Дай бог, дай бог. Но это все у нас закончится когда-то. Сейчас, конечно же, многие говорят о том, что все, битка не будет никогда медвежки, там еще что-то. Но это все чухня собачья. У нас есть цикличность, она еще не сломлена. Только сломлены некоторые временные интервалы по доминации биткоина. И все равно медвежка не за горами. Просто-напросто всю вот эту вот глыбу сейчас массово начинают шортить. И шортистов здесь в определенный период времени будут выбривать. Вот, 121 тысяча. Просто шикарно, просто шикарно. Вот этот вот именно момент я ожидал. И где-то еще в мае месяце я снимал видео и говорил, что похожая ситуация. Вроде бы как мы уже находимся по рынку, как это было декабрь, ну кто хорошо следит и смотрит мои видосы, как это было, допустим, декабрь, январь 2020 год. Вот. Как будто бы мы вот где-то вот здесь вот, да. Это было где-то, наверное, в мае. Я говорил, что вот похожая ситуация вот здесь вот мы. Так и есть. Я, в принципе, предполагал. Да, я, конечно, сразу скажу, что я облажался. Там по расчетам я, в принципе, предполагал, что вот этот вот диапазон у нас начнется с февраля по март. И мы увидим такое вот движение с февраля по март. И дальше биток уйдет на перехай, и альтсезон у нас будет где-то там апрель, май, июнь 2025 года. Но видно, что цикл немножко растянули, пришел Трамп, все у нас поломал, но все равно цикл четко отрабатывает. Сейчас на данный момент все у нас четко отрабатывает. Биток у нас ушел на перехай. Доминация биткоина у нас падает. Капитализация Total 1 тоже идет на перехай свой. И доминация биткоина. Смотрим то, что уже мы находимся, какую тут уже получается, 4-ю недельку, да? 4-я неделька, вот у нас уже 4-я неделька потихоньку в падении. Мы растем по биткоину на падающей доминации. Это говорит о том, что сила биткоина уже иссякает и идет преобладание роста не только битка, но и всего крипторынка. Там эфириум, альткоины. Правда, еще просто нету альт-сезона. Так, давайте посмотрим на 30 минутки. Ну, вот так вот, в принципе, да. Биток пошел на свой перехай, а доминация уже упала. Обновила свой локальный здесь лой, можно так сказать. Ну, на 30 минутке здесь волатильность. Все шикарно у нас все отрабатывает. И давайте посмотрим, конечно же, что у нас по сигналам по поводу биткоина. Вообще нужно было сразу начинать видео с биткоина, потому как это у нас батя крипторынка. Открываем график и смотрим. Вот у нас биток. Хэшрибанс, нету сигнала. На недельке нету сигнала. Я все-таки продолжаю ожидать здесь сигнал хэшрибанса, потому как у нас хэшрибанс четко отрабатывает на истории, показывает хорошую отработку. Есть только капитуляция майнеров. На дневке нету сигнала. Давайте посмотрим на мелкий таймфрейм. 4-часовик нету сигнала. На часе возьмем, тоже нету сигнала. Можем даже еще 30 минутку подключить, тоже в принципе нету сигнала. Но я все равно остаюсь при своем мнении и буду ожидать еще хотя бы один сигнал. Может быть такое, что он у нас появится. И это будет очень хорошо. Но если даже он и не появится, у нас отрабатывает сигнал мая 2025 года. В мае 2025 года у нас был сигнал вот здесь вот, и он сейчас отрабатывает. Но здесь есть капитуляция. Может быть такое, что здесь будет у нас еще один сигнал. Также, когда у нас происходили сигналы, сколько было роста? Давайте посмотрим. Вот у нас сигнал, рост 70%. Рост 70%. Также сигнал, рост 162%. Также сигнал,
рост 112%. Ну, примерно, можно сказать, 80-90% есть роста. В 2021 году у нас был сигнал. И здесь у нас рост был на 68%. Вот, 68%. Финальная стадия роста, да, 68%. Ну, 17 год у нас здесь 16 был сигнал. Вот. То, в принципе, здесь у нас рост был, ну, я знаю, тут сколько у нас тут, 3000% было. Здесь, допустим, где-то после коронадампа, вот у нас был сигнал, рост был на 40%. Здесь вот у нас был сигнал, ноябрь 2020 год, перед параболой, да. Здесь был рост 234. Ну, примерно можно сказать, что среднестатистическое там 70-100% роста, да. 70-100% роста. Давайте-ка мы посмотрим. Вот у нас был сигнал. И здесь у нас получается, смотрите, 70% роста это как раз наши цели. Вот, наши цели. 180, 70% роста, 187, 172 тысячи долларов, в принципе, по биткоину. Можно даже сказать, что достаточно нам вот этого вот сигнала для того, чтобы мы ушли на 170 тысяч долларов по биткоину. Вот. Я, конечно же, могу ошибаться. Почему именно 170 тысяч долларов? Это у нас все основано на индикаторе P-Cycle Top. И мы на него, конечно же, опираемся, потому как он нам показывает вершину бычьего цикла. Вот, давайте мы посмотрим. В прошлом цикле. Так. Это у нас дневка. Да, это у нас дневка. Это, наверное, еще и не тот индикатор. Их здесь много. Так, давайте посмотрим вот этот вот индикатор. Это у нас показывает параболу. Где у нас парабола? Тоже он нам не нужен. P-Cycle Top. Вот он, индикатор показывает, у нас здесь сигнал есть, только здесь без скользяшек. Сейчас здесь на данный момент пока что нету никаких сигналов, то что у нас пик поставлен по биткоину. В принципе, вот так вот. Ну, еще так, вот этот, наверное. Да, вот он. По поводу скользяшек, вот у нас пересечение, 21 год, сигнал то, что здесь вершина. Мы здесь видим то, что пока что нету никаких пересечений. Но скользяшки идут строго, как мы их и нарисовали. Вот у нас желтая, а вот у нас зеленая. Я надеюсь, что индикатор у нас не сломается в этом цикле, хэш-риббонс не сломался, отрабатывает. Ну и где-то вершина у нас будет, наверное, октябрь 2025 года. Может быть, мы вот так вот и будем расти, как вот эта вот зеленая линия, да. Потихоньку, каждый день, там с небольшими какими-то коррекциями еще, по-любому коррекции будут, потому как налипают как лонгисты, так и шортисты. Их нужно выбривать. И я думаю, что в дальнейшем мы с вами сможем увидеть хорошее движение здесь. Ну вот здесь где-то должна у нас образоваться вершина по битку. И кульминация, потом разворот. Я думаю, что вот сюда вот мы дотянемся. И кстати, давайте-ка мы посмотрим P-Cycle Top на метриках. Что нам покажет P-Cycle Top на метриках? Вот на метрике он строго показывает на 171 тысячу долларов. Вот у нас P-Cycle Top. Смотрим. Пересечение у нас здесь уже показывает 172 900. Чуть-чуть приподнимается у нас зеленая скользяшка. Но она может, конечно, как и приподняться, так и опуститься. Но где-то вот здесь у нас будет вершина. 170 тысяч долларов. Примерно так. Посмотрим. Мало ли, может быть такое, что биток улетит даже и на 200 тысяч долларов. Но я думаю, что мы где-то подойдем к вершине 170. Если у нас ничего не сломается по индикаторам, по метрикам, то мы, в принципе, сюда можем и доползти. Это было бы просто неплохо. И, конечно же, Stock to Flow нам показывает то, что мы уже в желтой зоне. Тут уже нужно не жадничать, потихоньку фиксировать прибыль, какую-то часть капитала сохранять, не вносить в рынок. Если у вас альткоины какие-то будут показывать рост, там, ну, я знаю, там мало ли, там смотрите, вот, если какой-то альткоин показал 5 иксов,
вы зафиксировали там, может часть позиции, может быть половину там, но $1000 зафиксировали, то у вас чешутся руки прикупить еще какие-то альткоины, то вы уже вносите не всю $1000, хотя бы там 500-600 баксов сохраните, вы их заработали, вам нужно их сохранить в дальнейшем, эти средства вывести с рынка. $600 как минимум оставьте, 400 там прикупите какой-то альткоин. Вы сейчас начнете, допустим, брать эти $1000 опять вносить какой-то альткоин, а если вдруг он окажется каким-то скамом, то все, лучше всего, если что-то уже крупный капитал вносить, то там эфир, например, покупать. Хотя бы если уйдете с эфиром на медвежку, то он вас не соскамит там. Или биток покупать, например, в долгую. Ну, к битку, я думаю, что нужно присматриваться только на медвежке. Вот будет у нас медвежка в 2026 году. Потом только присматриваться, конечно же, к биткоину. В принципе, вот так вот. Доминация у нас вот потихоньку падает. И что у нас по доминации альткоинов? График доминации альткоинов. Давайте-ка мы посмотрим график доминации альткоинов. И альткоины у нас здесь что-то вроде бы как начинают свое разворотное движение. Будет ли у нас здесь действительно сформирован разворот, или это просто exit pump по альте, и дальше опять будет слив, и будем падать на 6%, мы пока что этого не знаем. Но нам нужно, конечно же, движение эфириума. И эфириум у нас, в принципе, что? Ну, уже хотя бы $40 прибавил. Мы видим, пока что мы снимали видео, 3 триллиона 780 миллиардов долларов. Капа пошла на перехай. Все у нас шикарно. Рынок у нас, я надеюсь, что нету чрезвычайной жадности. Да, просто есть жадность, чрезвычайной жадности нету. Скоро, по всей видимости, у нас подключатся разные СМИ. Будет у нас эйфория на рынке, все будут кричать, что биток $150 000, все, короче, у нас все полетит туда-сюда, начнут разные блогеры рассказывать вам то, что биток будет в диапазоне 300-500 тысяч долларов, вы этому, конечно, не верьте. У битка есть, конечно же, некие пиковые значения, и мы уже к ним подбираемся. Это уже кульминация на рынке, тут уже нужно будет максимально фиксировать свои альткоины, сохранять капитал. Дождемся, я думаю, что мы до движения альткоинов, все у нас будет хорошо. Это просто трэш, вот это просто трэш. Вот это просто трэш. Рынок у нас не жадный, биток у нас 120 900, эфир уже двинулся 3.41, XRP практически $3. BNB 698. Я думаю, что BNB в этом цикле доберется где-то до 1200. Может быть 2 икса покажет. Вот Dogecoin, конечно, да, отстает. Хотелось бы увидеть уже Dogecoin в диапазоне 40-50 центов. Но пока что нет у нас альт-сезона. Вот. И SUI практически $4. Хотелось бы увидеть с текущих 10 иксов по SUI, это было просто вообще шикарно. Посмотрим, как будут качать эту всю скамовозку. И будут ли ее качать, мы только с вами сможем увидеть по истечению какого-то периода времени. Хорошо, что рынок развернули, у нас буквально с 7 апреля у нас было донное значение, промурыжили все это дело, там у нас были новости негативные, очень тяжело было, но я думаю, что развернули, и вот у нас 3-4 месяца для полной раскачки. Увидите рост по альте, не забывайте фиксировать, не думайте, что это будет бесконечный рост, фиксируйте частями, там 20% слили, еще 20, еще 20, и все у нас, я думаю, что получится. Пока что все у нас хорошо. Рынок растет, биток растет, доминация потихоньку падает, DXY запас хода есть, конечно же, фонда у нас идет на перехай, биток на перехай, капитализация пошла на перехай, ожидаем хороший приток капитала в рынок и накачку этой скамовозки гребаной. Этот скамовозный рынок, я думаю, что начнут качать буквально до конца осени 2025 года. И не нужно забывать о том, что в дальнейшем будет медвежка. Сохраняйте максимально свой капитал. Я думаю, что данная информация вам будет полезна. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями, потому как у нас что-то просмотры упали. Что это такое? Криптоэнтузиастики. Я для вас стараюсь, каждый день вылаживаю видео, утренние обзорчики. Никто утром не вылаживает обзоры на просторах YouTube, только я. Самый первый вылаживаю. Для вас стараюсь, не сплю.
просыпаюсь пол-6 утра, чтобы запилить вам видео. Вот мы смотрим 7 часов. Нужно уже закидать, чтобы видео смонтажировалось и обработалось в YouTube. Всем пока, до связи и мирного неба. Я думаю, что все получится, все будет хорошо.